Всем привет! В этом видео я расскажу о новом фильтре для колонок Yamaha NS1000M. Перед нами оригинальные кроссоверы колонок Yamaha NS1000M. Эта модель выпускалась с середины 70-х годов, и сегодня возраст таких фильтров приближается к полувеку. За эти десятилетия все ими накопились изменения, которые напрямую влияют на звучание. Сейчас будет показано, какие именно. Первое, на что стоит обратить внимание – конденсаторы. За 45 лет эксплуатации их емкость заметно выросла относительно номинала. Это смещает частоты раздела полос и искажает баланс, заложенный инженерами при разработке акустики. Второй момент – катушки индуктивности, выполнены на ферритовых сердечниках. Ферритовый сердечник вносит нелинейное искажение и собственный характер звучания, отличный от воздушных катушек. Для качественного звуковоспроизведения это решение нельзя назвать оптимальным. Третье. Сама плата фильтра изготовлена из устаревшего фольгированного гетинакса. Этот материал обладает гигроскопичностью. Он впитывает влагу из воздуха, и со временем его диэлектрические свойства ухудшаются. Проведем контрольный замер. Низкочастотная катушка фильтра должна иметь индуктивность 5 миллигенри. Измерение показывает 4,7 миллигенри. Отклонения заметные, и по всей видимости причина – деградация свойств феррита со временем. Проверяем катушку второго канала. Результат тот же. Вместо номинальных 5 миллигенри 4,7. Отклонение повторяется на обоих фильтрах, что говорит о системном характере деградации, а не о случайности погрешности одного экземпляра. Еще один нюанс оригинальной конструкции – провод, соединяющий входной терминал с платой фильтра. Его сечение не превышает 0,75 квадратных миллиметра. Для акустического кабеля такой толщины это далеко не лучший вариант, и на качестве звука это тоже сказывается. В новой конструкции этот тонкий провод будет заменен на акустический кабель большего сечения, что положительно скажется на передаче сигнала. Вот так выглядят готовые новые фильтры. Конструктивно они выполнены в виде двух отдельных плат. Новые фильтры собраны строго по оригинальной схеме Yamaha. Она показана в кадре. Изменения коснулись только компонентной базы и компоновки. Сама топология фильтра сохранена без изменений. Первая плата – секция низких частот. Вторая плата – секция средних и высоких частот, вынесенная отдельно. Рассмотрим низкочастотную секцию подробнее. Здесь видна компоновка катушки и конденсаторов, реализующих фильтр второго порядка для низкочастотного динамика. Входной провод припаян напрямую к выводу входа катушки, а выход катушки напрямую к выходному проводу. Минусовые провода входа и выхода также соединены пайкой друг с другом напрямую, без промежуточных дорожек. Такое прямое соединение минимизирует переходные сопротивления и положительно влияет на качество звука. Вот так это соединение выглядит крупным планом. В новом фильтре применяется медный акустический провод с сечением 1,5 квадратных миллиметра.
вдвое толще оригинального. Все провода промаркированы. Четко обозначено, где вход, а где выход на низкочастотный динамик. Теперь перейдем к секции средних и высоких частот. Это проходной конденсатор среднечастотной секции. Применен в данном случае конденсатор AudioCore. А это проходной конденсатор высокочастотной секции. Здесь установлен конденсатор Janssen Audio. Шунтирующий конденсатор среднечастотной секции собран из двух конденсаторов с суммарной емкостью 3,5 микрофарад для достижения нужного номинала. Катушки на платах расположены с учетом взаимного магнитного влияния. Их оси разнесены так, чтобы свести наводки между ними к минимуму. Вынос платы низкочастотной секции на отдельную плату дополнительно снижает влияние на катушки средне- и высокочастотных секций. Входной сигнал подается через толстый медный проводник, припаянный с обратной стороны платы, непосредственно к проходным конденсаторам средне- и высокочастотных секций. Минусовые провода входа и выходов на регуляторы средних и высоких частот соединены пайкой в одной точке, напрямую друг с другом. Как и в низкочастотной секции, это сделано для улучшения качества звука. Все провода, идущие на регуляторы средних и высоких частот, промаркированы. Вот вывод на высокочастотный регулятор и его соответствие на принципиальной схеме. А здесь вывод на среднечастотный регулятор с аналогичным соответствием на схеме. И последний вывод на входной терминал, также показан на схеме. Применение нового фильтра восстанавливает звучание колонок Yamaha NS1000M и приближает его к тому балансу, который был заложен инженерами Yamaha при разработке данной акустики. Деградация ферритовых сердечников, а также рост емкости конденсаторов со временем накапливаются и постепенно уводят звук от исходного замысла. Новый фильтр устраняет эти факторы, сохраняя оригинальную схему. Поскольку акустические системы Yamaha NS1000X построены по той же схеме кроссовера, как и NS1000M, все сказанное в равной степени относится и к этой модели. Контакты для связи указаны в описании к этому видео, а также в описании канала. На этом все. Всем спасибо. До свидания.